Это последнее, о чем вам следует думать в уходе за орхидеями. И это действительно последняя спица в колеснице. Долой мифы и суеверия о том, что именно субстрат определяет благополучное развитие орхидеи. Это не так. Можно ли обойтись без мха в посадке с орхидеями, спрашиваете вы меня в комментариях. Можно. В посадке с орхидеями можно обойтись без всего. Без коры, без мха, без керамзита. Вовсе. Я десятки, а то и сотни раз вам говорила, что орхидеи в своем большинстве очень аскетичные растения. А субстрат чаще всего они используют не для получения питательных веществ, а для закрепления в пространстве. Орхидея в пустой корзинке, вазе или кашпо? Пожалуйста. Орхидеи в винных пробках? Еще проще. Сегодня на канале «Классика орхидейного жанра» анонсированное ранее видео о цветении видового фаленопсиса в открытой системе посадки в пустой пластиковой корзинке. Предыдущее видео по заданной теме закончилось интригой, и я спросила у вас, как вы думаете, цветение какого видового фаленопсиса вы увидите в следующем видео? Вариантов ответов было великое множество, но лишь единицы из них были правильными. Первой на поставленный вопрос правильно ответила Анна Козлова. В комментарии она написала всего 3 слова, но какие? Это фаленопсис Людемана. Итак, друзья, сегодня поговорим о видовых фаленопсисах и о том, что им нужно для красивого цветения на примере фаленопсиса Людеманиана. Для тех, кто не смотрел и не собирается смотреть предыдущее видео, предыстория кратко. В конце ноября прошлого года из частной коллекции у орхолюбителя со стажем я приобрела детку с цветоноса фаленопсиса Людемана. И материнское растение, и детка на цветоносе были в крайне удручающем состоянии. Они подвергались неоднократным атакам насекомых-вредителей, в частности клеща. Поскольку фаленопсис видовой, а такого рода растения очень сложно купить в нашем регионе, я решила спасти хотя бы детку и купила ее в свою коллекцию. При детальном рассмотрении дома я обнаружила бесконечное множество мест, где могут быть надежно спрятаны кладки насекомых-вредителей. Я решила устранить их механически, каждый день подвергая растения водным процедурам. В частности, душеванием. Проще всего купать орхидею каждый день, если она содержится без субстрата, и я оставила растение в пустой пластиковой корзинке, закрепив его на задней стенке корзинки. Обо всех особенностях адаптации орхидей к открытой системе посадки я рассказываю в предыдущем видео. Посмотрите его, если эта тема по-прежнему для вас актуальна. Ссылку на это видео я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. За 3 месяца адаптационных мероприятий к открытой системе у меня дома у орхидеи появилось множество корней, она вырастила новый домашний лист и активировала 2 предыдущих цветоноса и вырастила новый домашний, 3-й цветонос. Эти фаленопсисы принято называть видовыми, природными или породистыми. Почему? А все потому, что к созданию этого вида фаленопсисов человек не приложил своих рук. Этот вид фаленопсисов встречается и произрастает в дикой природе. Ареалом произрастания данного видового фаленопсиса являются Филиппины. Вид назван в честь французского селекционера Людемана, который получил первое цветение данного вида в культуре в 1865 году. Вид не имеет устоявшегося русского названия. В русскоязычных источниках чаще всего используется научное название растения – фаленопсис людеманиана. Как уже было упомянуто, родиной данного видового фаленопсиса являются Филиппины. Людеманиана растет во влажных тропических лесах с выраженным периодом дождей до полугода.
В этот период орхидея интенсивно растет и наращивает до 4 пар мясистых листьев. Длина листа до 25 см, ширина до 5 см. Листья овальные, продолговатые, парные, жесткие, тупые на концах, желто-зеленого цвета. Стебель короткий, полностью скрыт листьями. Корневая система хорошо развита, корни гладкие, длинные и ветвящиеся. Цветоносы длиной до 35 см. Они появляются от основания стебля, паникающие, несут на себе от 2 до 7 цветов в зависимости от возраста растения. Орхидея способна цвести на старых цветоносах, поэтому их не следует обрезать до естественного засыхания. Цветонос характеризуется практически неограниченным сроком жизни. С годами, наравне со старыми, появляются новые цветоносы, и растение цветет еще более пышно. Но это все в идеале, в природных или правильно организованных условиях содержания фаленопсиса. А что в реале? Фактически в культуре, выращивая в домашних условиях, цветения этого фаленопсиса могут дождаться немногие, а многие и вовсе не дождаться. Какие главные ошибки допускаются в уходе за видовыми фаленопсисами? И здесь в борьбе за первенство ошибок будут бороться две основные. Это недостаток солнечного света и недостаток воды при поливе. Сколько света надо видовому фаленопсису, ведь принято считать, что именно они растут в тени деревьев. Человеку, живущему в северных регионах России, трудно понять, какова интенсивность солнечного света в приэкваториальных районах, там, где и располагаются Филиппины. Интенсивность солнечного света на Филиппинах в кружевной тени деревьев в разы, а то и в десятки раз выше, чем на прямом солнечном свете в наших квартирах. Другое дело, что к прямым солнечным лучам в любой период года орхидею нужно приучать, долго и планомерно. Фаленопсис людемониана относится к орхидеям теплого содержания, то есть прекрасно растет при повышенных температурах. Дневные температуры достигают 30-32 градусов Цельсия, ночные и летние от 20 до 23 градусов, а ночные и зимние от 18 до 20 градусов Цельсия. Стоит отметить, что при таких температурах фаленопсис существует в природных условиях. В наших домашних условиях вряд ли кто-то будет постоянно жить при температурах около 30 градусов Цельсия. Тем не менее, фаленопсис цветет и цветет красиво. Трудно не заметить, что в окраске фаленопсиса присутствуют очень яркие, можно сказать, люминесцентные цвета. Отличительной чертой большинства видовых фаленопсисов является пушистая, волосатая или ворсистая губа. Ну и, конечно, аромат, с помощью которого видовые фаленопсисы привлекают насекомых-опылителей. Если на вашей орхидее будет цвести 2-3 цветка, вдалеке аромат вы вряд ли ощутите. А вот 7 цветов в полном распуске дадут аромат практически на полкомнаты. Наиболее интенсивно большинство орхидей дарят свой аромат в утренние часы на прямом солнце, будучи политыми. Не является исключением и людемониана. Она невероятно приятно пахнет в утренние часы. И пока я рассказывала об основных характеристиках видового фаленопсиса людемана, мы подошли к полному распуску моей орхидеи. На ваших экранах 3 полностью распустившихся цветоноса детки фаленопсиса людемониана, содержащиеся у меня дома в открытой системе посадки, в пустой пластиковой корзинке. И этот результат был получен за 3 самых темных и самых холодных месяца года, за 3 зимних месяца. Почему я смогла получить такой результат? У орхидеи, содержащейся в открытой системе посадки, без каких-либо удобрений, стимуляторов, активаторов или фитогормонов. Потому что я смогла дать орхидее главное – то, чего ей не давала прежняя владелица.
я дала орхидее максимальное и желаемое ею количество воды. Сколько воды на самом деле нужно видовой орхидее? Подумайте об этом сами. Если на генном уровне у этой орхидеи заложен период дождей, когда на протяжении полугода каждый день идет проливной дождь сутками. Я сымитировала этот период дождей для своей орхидеи с помощью замачивания корневой системы в емкости с водой на 12 часов ежедневно. И в данном случае содержание орхидеи в открытой системе посадки значительно упростило этот процесс. На 12 дневных часов я погружала орхидею в емкость с кипяченой водой, а на 12 ночных часов вынимала, давая корневой системе просохнуть. Какие основные функции выполняет корневая система видового фаленопсиса? Прежде всего, и это очевидно, это функция потребления и транспортировки воды, но только на первый взгляд. Корневая система нужна орхидеям в любой системе посадки без исключения для фиксации орхидеи в пространстве, для фиксации орхидеи в посадке. Чем увереннее себя будет ощущать орхидея в посадке, тем быстрее и эффективнее она будет развиваться, расти и цвести. Чтобы получить результат быстрее, чтобы показать его вам нагляднее, я закрепила орхидею сама с помощью проволоки к задней стенке корзинки. Тем самым выполнила функцию укрепления орхидеи в пространстве за нее. Орхидея прочно и непоколебимо закреплена внутри посадки, внутри пустой корзины. Тем самым у нее нет необходимости затрачивать дополнительные силы для этого действия, и она направляет силы на выращивание нового листа, новых корней, активацию старых цветоносов и рост нового. Миллионы любителей орхидей тратят сумасшедшие средства для приобретения удобрений, активаторов, стимуляторов, различного рода субстратов и добавок к ним для получения подобного результата и не получают его. А все потому, что попадают под влияние тех людей, которым выгодно продать вам все это. Продать за немалые деньги, порой еще и ценой вашего собственного здоровья. Многие забывают, что в природных условиях никто не поливает фаленопсис удобрением в хелатной форме. Все, что видят эти фаленопсисы, это немного органики, продуктов жизнедеятельности, насекомых, животных, птиц и все. В уходе за теми растениями, которые вы сейчас видите на своих экранах, вне зависимости от системы посадки никогда не использовались искусственно синтезированные удобрения, активаторы, стимуляторы, фитогормоны, ничего, только экологичные и природные средства. И нет никакой разницы, во что посажена ваша орхидея. В кору, в мох или же в пустую пластиковую корзинку, вазу или кашпо. Орхидеи абсолютно все равно, в чем расти и в чем шикарно цвести. Все равно с одним единственным условием, что вы сможете обеспечить своей орхидеи жизненно необходимым количеством света и воды. Все остальное лишь надстройка над фундаментом, а фундаментом в уходе за орхидеями являются условия их содержания и уход за ними, правильный и выверенный уход. Если вы не до конца понимаете то, о чем я сейчас говорю, изучайте плейлист «Фаленопсисы. Вопросы по уходу». В нем в доступной форме рассказано, как создать для орхидеи оптимальные условия содержания и как обеспечить ее необходимым уходом.
Итак, сегодня вы смогли оценить окончательный результат адаптации к домашним условиям видового фаленопсиса Люддемана. За 3 зимних месяца орхидея вырастила новый лист, массу новых корней, активировала 2 прежних цветоноса и вырастила новый. Орхидея зацвела на 3 цветоноса одновременно. И все это в открытой системе посадки без субстрата, в пустой пластиковой корзинке, без использования удобрений и прочих химически синтезированных средств. Я показала этот результат прежней владелице. Результат ее просто ошеломил, ведь ее взрослая, почти 10-летняя орхидея никогда так не цвела. Один и тот же город, одна и та же водопроводная вода в кранах, одна и та же ориентация окон, но такой разный результат. Тогда я купила не одну орхидею, их было 2. Да у нее листья как сопли всегда висят. Это сорт такой, сказала мне прежняя владелица. Несколько лет место занимает и не цветет. Хотите узнать, что было дальше? Как зацвела орхидея у меня дома, которая в прежних условиях несколько лет не цвела? Как разбудить спящую красавицу? И правда ли, что нежные листья видовых фаленопсисов и гибридов на них должны висеть, как уши спаниеля вниз? Напишите об этом в комментариях. А пока вы пишете, я напомню вам, что 17 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.